Глава 3. Чтобы продлить жизнь, сократи рацион. Бенджамин Франклин. По прошествии 10 недель сэр Генри перестал посещать все занятия подряд и приходил только тогда, когда возникал какой-либо вопрос, требовавший разъяснений с его стороны. Одним из таких вопросов был вопрос о питании. В один из дней мы пригласили полковника прийти и просветить нас относительно того, что можно есть, что нежелательно, чего нельзя, в каких количествах и в какое время лучше принимать пищу и т.п. В монастыре проблем, связанных с выбором продуктов питания, не существует, начал полковник. Сам уклад монастырской жизни таков, что все его обитатели питаются оптимальным образом. Каждый лама делает какую-то часть общей работы. Вместе они производят все, что необходимо для жизни. В работе стараются использовать как можно более примитивные технологии. Даже почва разрыхляется вручную. Ламы вполне могли бы использовать саху или плуг, однако они считают, что прямой контакт с землей гораздо важнее, чем высокая производительность труда. Ламы – преимущественно вегетарианцы. Однако не полностью. Они употребляют в пищу молоко и молочные продукты и время от времени яйца в ограниченных количествах. Однако мясо млекопитающих, птиц и рыб они не едят. Ламам не свойственна переборчивость в еде, у них попросту нет возможности особенно выбирать. Продукты, которые они употребляют, всегда натуральны и полноценны, но в один прием пищи ламы едят только один вид продуктов. Это очень важно. Никогда в одной трапезе лам не бывает смешения продуктов, относящихся к различным категориям. Если утром они едят ячменную кашу, то этой кашей и ограничивается их завтрак. Если это горные бобы, то только бобы. Фрукты, значит только фрукты, сырые овощи, значит сырые овощи, вареные овощи, значит вареные овощи, лепешки из ячменной муки, значит только лепешки из ячменной муки на воде. Разумеется, я далек от того, чтобы предложить вам подобным же образом разграничить ваш рацион. Я даже не настаиваю на исключении из него мяса и рыбы. Однако предлагаю не смешивать в одной трапезе продукты, относящиеся к разным категориям. Например, я рекомендовал бы вам употреблять углеводистую пищу, овощи, фрукты отдельно от мяса, рыбы и птицы. Если хотите, можете смешивать несколько видов мяса. Употребление сливочного масла, яиц и сыра вместе с мясом особого вреда не принесет. Можно даже выпить немного чаю или кофе. Однако соединять это с чем-нибудь сладким или крахмалистым, конфетами, пудингом, пирожными, определенно не следует. Растительные жиры и сливочное масло согласуются с любым видом пищи. Молоко лучше употреблять с углеводистыми продуктами. Кофе или чай не стоит смешивать с молочными продуктами, добавление молока или сливок превращают их в яд, однако добавление в них небольшого количества сахара вряд ли может сильно повредить. За время своего пребывания в монастыре я узнал также интересные вещи об употреблении в пищу яиц. Яйцо целиком лама съедает только после нескольких часов тяжелого физического труда. Но не более одного за один раз. Варят их при этом всмятку. Зато время от времени, в среднем один раз в день, каждый лама ест один сырой яичный желток. Белок при этом варят, крошат и скармливают курам. Вначале мне казалось, что таким образом ламы попросту переводят ценный пищевой продукт, но потом мне объяснили, что, по мнению лам, яичный белок в человеческом теле усваивается только тогда, когда в интенсивном питании нуждается мышечная ткань. В желтках же содержатся очень важные вещества, которые в небольших количествах постоянно должны поступать в организм. Огромное значение ламы придают церемонии приема пищи. У них не принято есть торопливо и разговаривать за столом. Во время еды они всегда сосредоточены и молчаливы. Считается, что тщательное пережевывание пищи имеет решающее значение для ее усвоения. Поэтому они руководствуются принципом «твердую пищу пей, жидкую пищу ешь». Мне говорили, что необходимо выработать привычку пережевывать любую пищу до состояния однородной жидкой кашицы, которая почти сама собой стекала бы в желудок по пищеводу при выполнении глотательного движения. Напитком ламы считают только чистую воду, которую пьют медленно небольшими глотками. Любая другая жидкость, даже зеленый чай и тем более молоко, это не питье, а еда, на которую распространяются общие правила пережевывания. Когда я спросил о чае и кофе, мне сказали, что каждый должен сам решить для себя,
употреблять их или нет, основываясь на реакции своего организма. Если реакция не слишком благоприятна, из рациона их необходимо исключить. Но в любом случае, добавлять молоко или сливки в чай и кофе нельзя. Мои учители считают, что употребление таких тонизирующих средств, как чай и кофе, иногда оправдано, однако крайне желательно при этом, чтобы употребляющий их был видящим и мог точно распознать, и что важнее всего, выделить из общего спектра сил тот род энергии, которую эти продукты вводят в тонкую систему человеческого организма. Тогда есть возможность осознанно этой энергией распорядиться и не дать ей выйти из-под контроля. К сожалению, в большинстве случаев это условие не выполняется, употребляющие чай и кофе понятия не имеют о том, что при этом происходит и как оптимально распорядиться результатом. Поэтому рано или поздно пристрастие к кофе и крепкому чаю разрушительным образом сказывается на функционировании человеческого сознания и тела.